Друзья, всем привет! В этом видео я продемонстрирую массаж стоп. Абсолютно простые движения, которые может выполнять любой человек, не имеющий каких-то специальных навыков. Но перед просмотром этого видео я попрошу вас подписаться на мой Рутуб канал, потому что непонятно, как будет ситуация складываться с Ютубом и, возможно, его заблокируют. А на Рутубе все ролики дублируются, и там мы сможем с вами быть на связи. Поэтому ссылка в описании, обязательно подпишитесь. Ну, а мы давайте приступим к массажу стоп. Для начала наносим масло на руки и распределяем поглаживающими движениями по передней поверхности ног, по голени и стопе. Двигаемся одновременно, поглаживая двумя руками. Эти движения очень хорошо расслабляют и помогают человеку адаптироваться к вашим манипуляциям. Дальше переходим на одну ногу и выполняем также поглаживание по всей рабочей поверхности. Двумя руками одновременно, либо попеременно, одной рукой, затем второй. Дальше переходим на выжимание. Выжимающие движения более глубокие, и перед рабочей поверхностью образуется тканевой валик. Направление этих приемов всегда по направлению лимфотока, в нашем случае в направлении подколенных лимфоузлов. Выполнять этот прием можно как одновременно двумя руками, так же попеременно. Чередуем с приемами поглаживания. Следующий прием — растирание. В нашем случае плоскостное растирание выполняется попеременно двумя руками. Этим приемом мы разогреваем кожу и готовим ее к более глубокой проработке приемами разминания. Перед разминанием мы всегда растираем. После того, как мы разогрели и подготовили кожу, переходим на приемы разминания. Первый прием — разминание подушечками большого пальца. Проходим по передней поверхности голени, по мышцам, разгибателям пальцев. Анатомически они достаточно плоские, поэтому подушечками большого пальца разминать их удобнее всего. Дальше переходим на ординарное разминание и работаем также по передней поверхности голени, но подхватываем здесь уже икроножные мышцы, латеральную и медиальную головки. Каждый проход повторяем примерно 3-5 раз. Следующим этапом разворачиваем стопу на внешнюю сторону и захватываем внутреннюю медиальную головку икроножной мышцы и также ординарным приемом тщательно ее прорабатываем. Аналогично работаем и с внешней, с латеральной головкой икроножной мышцы. Отворачиваем стопу на внутреннюю поверхность и прорабатываем внешнюю головку икроножной мышцы. Выполняем поглаживание и переходим на сустав голеностопа. По суставу мы работаем так же, как и с передней поверхностью голени, подушечками большого пальца. Тщательно прорабатываем внешнюю и внутреннюю поверхность сустава. Дальше переходим на плюсну. Выполняем прием разминания, его еще называют ломаем шоколадку или ломаем булочку, когда подушечки пальцев упираются в подошвенную часть, а возвышение большого пальца разводим на внешней тыльной поверхности стопы. Следующий прием — разминание пяточной части. Кладем пятку в руку и подушечками пальца относительно основания ладони смещаем кожу и мышцы на пятке. Здесь же подушечкой указательного и большого пальца можно проработать и ахиллово сухожилие.
Затем второй рукой работаем с внешней поверхностью стопы. И также аналогично ординарному приему разминания разминаем внешнюю поверхность стопы. Также эти приемы можно объединить и выполнять одновременно разминание пяточной части и разминание внешней поверхности стопы. Дальше выполняем поглаживание и переходим на подошвенную часть. И здесь возвышением и подушечкой большого пальца двигаемся вдоль сводов стопы, выжимая по подошвенной поверхности стопы от носка к пятке. Аналогично выполняем этот прием гребнем, сжатым кулачком, средними фалангами пальцев, упираясь в рабочую поверхность, выполняем движение от носка к пятке. Это движение достаточно глубокое, поэтому ориентируйтесь на ощущения человека, важно, чтобы ему не было больно. Поглаживаем и переходим на разминание подошвенной части. Здесь, упираясь в тыльную сторону основанием ладони, подушечками пальцев разминаем подошвенную часть. На этом приеме можно сделать акцент и задержаться немного дольше, тщательно проработать подошвенную поверхность. Дальше разминаем пальцы. Захватывая подушечкой большого и указательного пальца, выполняем кругообразные движения. Для экономии времени можно работать сразу двумя руками и прорабатывать по 2 пальца за раз. Делаем тщательное поглаживание и переходим к мобилизации сустава. Наша задача улучшить подвижность в суставе. Таким образом, фиксируя голень одной рукой, мы натягиваем сустав на внутреннюю, на внешнюю сторону, а также на себя и от себя. Затем выполняем кругообразные движения. Сустав голеностопа подвержен мелкой травматизации, и часто рубцевание связок приводит к ограничению подвижности, изменению походки и перераспределению нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат, в том числе и на позвоночник. Поэтому мобилизация сустава помогает усилить приток крови и сделать сустав более кровоснабженным, лучше питаться и быть более здоровым. В завершении массажа выполняем поглаживание и делаем вибрации, легкие похлапывающие движения по всей рабочей поверхности. После приема вибрации выполняем поглаживание и переходим на вторую ногу. И повторяем весь протокол сначала.